Теперь мы должны с вами связать переднюю лапу. Так, вяжем кольцо, воздушная петля. Ставим маркер. И вывязываем еще сюда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Колечко стягиваем. И под петлю соединяем. Одна воздушная. Под первую петлю, вот эта у нас занята, вот под первую вывязываем столбик. Без накида. Под следующую петлю вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Под следующую петлю вяжем 1. И под последнюю петлю вяжем 2 столбика. 1. И сюда же второй. И под петлю соединяем. И вывязываем одну воздушную. Под эту же петлю, вот она у нас задействована, вяжем еще один столбик без накида. То есть мы один столбик прибавили. Под следующую петлю вяжем 1. И под следующую тоже 1. Под следующую петлю прибавляем 1. И второй сюда же. Под следующую тоже 1. И еще 1. Затем вяжем 2 столбика. 1. И второй. А под эту петлю прибавляем 1 и 2. И соединяем. Значит, эта петля у нас занята. Сюда вяжем 1, 2. Затем вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Под следующую петлю 2 столбика. 1, 2. Под следующую столбик без накида. Под следующую петлю прибавляем 1, 2. Дальше под каждую петлю 3 столбика. 1, 2, 3.
И под последнюю петлю 2 столбика без накида. И соединяем. Вывязываем одну воздушную и переходим к 4-му круговому ряду. Вот теперь у нас хорошо видно. Вот смотрите, вот маленькая петелька, она занята. Вяжем под следующую петлю, вот под эту. Вот столбик без накида есть у нас один, а под эту петлю провязываем 2 столбика без накида. То есть прибавляем. Теперь под каждую петлю 1, 2, 3, 4, 5. И сюда прибавляем 1 и 2. Под следующую петлю вяжем столбик без накида. Под эту петлю 2 столбика без накида. Пять столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И сюда делаем прибавление. 1 и 2. И заканчиваем 4-й ряд. Соединяем. Вывязываем одну воздушную. И переходим к 5-му ряду. Вяжем с вами 5-й ряд. Вот эта маленькая петля у нас занята. Значит, вяжем под эту петлю. Вот один столбик у нас есть. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И соединяем. И вывязываем одну воздушную. Мы с вами связали по кругу 20 столбиков без накида. Значит, мы с вами вязали 5-й ряд, в котором 20 столбиков без накида. Теперь вы самостоятельно провяжите 6-й ряд
и 7 ряд. И в каждом ряду по 20 столбиков без накида. Вот связала я еще 6 и 7 ряд. Закончила. И перехожу к 8 ряду. Вот я соединила, но воздушную петлю не вывязала, потому что мы будем делать убавление. Значит, эта петля у нас занята. Под следующую ввели крючок. И 2 петли вместе. Затем вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавление. Провязываем вместе. И провязываем столбик без накида. Опять делаем убавление. Вместе. Пять столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Опять делаем убавление. И провязываем 1 столбик. И соединяем. После того, как соединили, нитку вытащили. Воздушную петлю мы не делаем. Эта петля занята. Под следующую вводим крючок и соединяем. Сделали убавление. Это начало 9 ряда. Затем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 убавления делаем. Три петли провязываем вместе 1 раз. И еще одно убавление. 3 петли провязываем вместе 2 раз. Затем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И опять одно убавление. И соединяем. Вяжем 10 ряд. 1 воздушная. Вот хорошо видно, что эта петля занята.
Значит, вяжем сюда. Это будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Соединяем и делаем одну воздушную. Мы с вами провязали 10-й ряд, в котором 12 столбиков без накида. Вам нужно провязать еще 11, 12, 13, 14, 15 и 16 ряд, и в каждом ряду должно быть по 12 столбиков без накида. Дальше вяжем самостоятельно. Провязала я все ряды, в каждом ряду по 12 столбиков. Вот 16 ряд я провязала, соединила и вывязала одну воздушную петлю. Эту петлю вытягиваем. Посмотрите, чтобы у вас вот случайно здесь не зацепились петли. И чтобы маркер не потерять, вот завяжите узелком. Вот так. И теперь надо заполнить наше вязание синтепухом. После того, как заполнили наполнителем, какой у вас есть под рукой, маркер развязываем. И вот эту петлю распускаем верхнюю. Вот у нас только петля соединения осталась. Теперь в следующую петлю вводим крючок и 2 петли провязываем вместе. В следующую, в следующую. То есть мы делаем убавление в 17 ряду. И соединяем. Теперь эту нить вытягиваем. И смотрите, что мы будем делать дальше. Значит, нитку вот эту оставьте побольше. Мы ею будем сшивать.
Значит, здесь завяжем узелок. Значит, теперь по поводу того, как закрыть отверстие, как его сшить. В этой лапе, в передней. Вот здесь выемка. Так? Если у вас медвежонок будет что-то на лапах нести, значит, сшивать надо вот так. То есть он в передних лапах, на лапах несет. Вот так. Значит, плоско надо вот так делать. Если он будет вот так лапу передней держать обе, то надо сшивать вот таким образом. Вот так. Значит, я буду вот так сшивать. То есть он перед собой несет что-то. Все, теперь берем иголку с ниткой и прошиваем в том направлении, которое вам нужно. Теперь мы с вами будем вязать задние лапы. Опять же, делаем кольцо. Вывязываем одну воздушную. И ставим наш маркер. И вывязываем еще 5 столбиков без накида. Получается, один у нас есть. В итоге 6 столбиков будет. 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем кольцо. Как я уже говорила, вначале не сильно стягивайте, а то тяжело попасть в первую петлю. И под петлю, где у нас маркировочная нить, соединяем. Вывязываем одну воздушную и вяжем с вами второй круговой ряд. Так, вот у нас один столбик есть. Самую первую петлю, которую мы всегда пропускали, вот под самую первую петлю, вяжем столбик без накида. Получается, что в одну петлю мы связали 2 столбика, 1, 2. Под следующую петлю тоже 1, 2. Под следующую петлю 1, 2. Сюда тоже 2. То есть мы вяжем под каждую петлю по 2 столбика, делаем прибавление. И вот мы получили 12 столбиков без накида. Под петлю соединяем, вывязываем одну воздушную. Это будет у нас столбик без накида. Вяжем третий ряд круговой. Один столбик без накида у нас есть. Эту петлю теперь мы пропускаем, под следующую делаем прибавление. То есть под петлю
провязываем 2 столбика без накида. Под следующую петлю вяжем 1 столбик. Затем под следующую петлю 2 столбика. 1 и сюда же второй. Под следующую 1, а под следующую петлю 2 столбика без накида. 1 и второй. И так вы вяжете по кругу 3-й круговой ряд. Заканчиваем 3-й круговой ряд. Соединяем. Вывязываем 1 воздушную. И это будет 1-й столбик без накида. В 4-м круговом ряду. Значит, эту петлю пропускаем. Под следующую вяжем 2-й столбик без накида. Под следующую петлю вяжем прибавление. 1 и сюда же второй. Опять 2 столбика без накида. 1 под следующую петлю второй, а под следующую петлю вяжем 2 столбика, то есть прибавление. И опять 2 столбика без накида под каждую петлю, а в следующую петлю 2 столбика без накида. И так вяжем 4-й круговой ряд до конца. Заканчиваем с вами 4-й круговой ряд соединительной петлей. И начинаем вывязывать 5-й круговой ряд. 1 воздушная, 1 столбик у нас есть. Эту петлю пропускаем. Под следующую вяжем 2-й. И под следующую 3-й. Дальше прибавление. Под 1 петлю 2 столбика без накида. Затем 3 столбика под каждую петлю. 1, 2, 3. Опять делаем прибавление. 1 и сюда же еще 1. 3 столбика. 1, 2, 3. И опять прибавление. В эту петлю 1 и сюда же 2. И так вяжем по кругу 5-й круговой ряд. Заканчиваем с вами 5-й ряд. Соединяем. Закончили мы с вами 5-й ряд и переходим к 6-му круговому. 1 есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Вяжем по кругу. То есть в этом ряду, в круговом, у вас должно быть 30 столбиков без накида. Это мы вяжем с вами 6-й ряд.
Затем вы его закончите, провяжете 7 и еще 8. И в каждом ряду у вас должно быть по 30 столбиков без накида. Вот закончила я 8 ряд. И переходим к 9 круговому ряду. Один у нас есть. Это у нас петля занята. 2, 3, 4, 5, 6. Дальше вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. И одно убавление. Это 1 раз. Опять 2 столбика. 1, 2. И одно убавление. Это 2 раза. 2 столбика. И одно убавление. Это 3 раза. 2 столбика. И одно убавление. 4 раза. И теперь мы должны провязать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И соединяем. И вывязываем одну воздушную петлю. И будем с вами вязать 10 круговой ряд. Переставляем сюда маркер наш. Как всегда, эта петля у нас занята, значит, вяжем сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь вяжем столбик без накида, убавление. 1 раз. Столбик без накида, убавление. 2 раз. Столбик без накида, убавление. 3 раз. Столбик без накида, убавление. 4 раз. И далее 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединяем. Вяжем с вами 11 ряд. Вот мы соединили одну воздушную
1 есть. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь делаем 4 убавления. Так, под петлю одну, под петлю вторую. Провязываем вместе. Это 1 раз. Под одну петлю, под вторую вместе. Это уже 2 раза. Под петлю и под петлю 3 раза. Под петлю и под петлю 4 раза. И далее вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И соединяем. И переходим к 12-му. 1 воздушная. Считаем. 1. Здесь немножко неудобно. Значит, эту петлю пропускаем в следующую. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И соединяем. И вывязываем 1 воздушную. Это мы с вами связали 12 ряд. Вот 12 ряд связали. Здесь 18 столбиков. Теперь вы провяжите 13, 14 и 15 ряды. Тоже в каждом ряду по 18 столбиков. Значит, в 13 будет 18, в 14 18, в 15 будет 18. Вяжите самостоятельно.
Закончила я 15 ряд. Значит, еще раз напоминаю, в каждом ряду по 18 столбиков без накида. И вяжем с вами 16 ряд. Переносим маркер. Значит, эту петлю мы не трогаем, потому как мы здесь соединяли, вот видно. Вот эту петлю не трогаем. Следующую вяжем 1. И вот у нас получается 1, 2, 3, 4. Теперь одно убавление делаем. Вот смотрите, чтобы они у вас тут, когда будете провязывать, не соединились. Опять 1, 2, 3, 4. Одно убавление. Это уже второй раз. Опять 1, 2, 3, 4. Одно убавление. И соединяем. Вывязываем одну воздушную и переходим с вами к 17 ряду. Так, вяжем 17. Один столбик есть. Эта петля у нас занята. Значит, вот сюда. Это будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Значит, мы с вами провязали 15 столбиков без накида. Это у нас был 17 ряд. Мы его провязали. А теперь провяжите 18 ряд самостоятельно. В нем тоже будет 15 столбиков без накида. Провязала я 18 ряд. И вот я его закрываю. Заканчиваю. И вывязываю одну воздушную петлю. И мы с вами переходим к 19 ряду. Так, один столбик у нас есть. Значит, эта петля у нас занята. Вот она, видно, что занята, значит, во вторую. 2, 3. Делаем убавление.
Опять 1, 2, 3. Делаем убавление. И еще раз. 1, 2, 3. Делаем убавление. Мы закончили с вами 19 ряд. Теперь мы вот сюда соединим. На всякий случай вытянем петлю. Смотрите, чтобы вот эта ниточка не выдернулась. И сюда вставляем наполнитель. Чтобы не потерять маркировочную нить, можно ее завязать узелком, пока вы будете наполнять. Вот, а то выскочит, и потом не будете знать, где соединять. Вот наполнила я заднюю лапу. Вот у нее, видите, форма есть. Очень туго не набивайте, иначе оно у вас выпрямится. Должно быть вот таким образом. Теперь мы эту нитку развяжем. И вяжем последний ряд. Значит, мы одну петлю связали лишнюю с вами, для того, чтобы не распустилось изделие. Поэтому мы ее уберем. И теперь будем делать только убавлением. Так, значит, мы здесь ряд соединили, мы эту петлю, нитку можем перенести уже. Так, теперь смотрим. Здесь у нас первая петля занята. Вот, видите? Значит, вот входим во вторую петлю. И 2 петли провязываем вместе. Один раз. Опять сюда. И сюда. Это 2 раза. Сюда и сюда 3 раза, сюда и в следующую петлю 4 раза, сюда и сюда, это 5. Следующую петлю и сюда. Это 6. И соединяем. Не зацепите противоположную сторону. Вот таким образом. Так, ниточку отрезаем. Петлю вытягиваем. И этой ниткой вот это отверстие опять же сшиваем, чтобы вот так плоско было. Чтобы можно было лапу пришить. Вот когда верх плоский, то хорошо пришивается.
Сейчас я вам одну покажу. Вот так складываем. И прям вот так сшиваем. Можно за петли взять вверху. Дело ваше. Ну вот так, чтобы было. И нитку оставьте подлиннее, чтобы ею можно было пришить. Из той пряжи, из которой вязали медвежонка, будем вязать хвостик. Опять делаем кольцо. Вывязываем одну петлю. И ставим маркер. И вывязываем еще 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. То есть в итоге у нас 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Опять это кольцо стягиваем. И соединяемся под петлю, где у нас маркер. И вывязываем одну воздушную. Так, маркер вытащим. И на крючок. И теперь в эту же петлю, вот она тут маленькая, вывязываем еще один столбик без накида. Это будет 2. Под следующую петлю тоже 2. Это будет 3, 4, 5, 6, 7, 8, и под последнюю петлю 9, 10. И под петлю, где маркер, соединяем. Воздушную петлю не делаем. Маркер вытаскиваем. И сюда надеваем. Значит, эта петля у нас занята. Вот под следующую. Соединяем один раз. Соединяем второй раз. Соединяем третий раз. Соединяем
4 раз. И соединяем 5 раз. И теперь под петлю делаем соединение. Все. И нитку тоже обрезаем, чтобы можно было пришить. Вот такой хвостик будет маленький у нашего медвежонка. Вот теперь это стянем, а вывернуть мы должны на другую сторону. Вот такой хвостик получается.